Привет. Давай посмотрим, когда появится тот, кто тебя любит. И прежде чем начать, конечно же, приглашаю всех в проживание арканов. Там вы можете проработать абсолютно всю свою жизнь, абсолютно всю себя и кардинально поменять жизнь, конечно же, в лучшую сторону. Все ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. И давайте начнем наш расклад. Единички. Карты читаем парно. Последняя карта — это совет. Сигнификация первая. Почему ты сейчас одинока? Тут понятно, да? Ты одинока, потому что ты ведешь себя как мужик в отношениях. Ты привыкла контролировать все, руководить всем, за всех все решать. Когда ты встречаешь мужчину, то ты сразу начинаешь его воспитывать. Там, как одеваться, почему носки нельзя туда-то ложить, с кем дружить, где работать, что делать. Ты вот думаешь, что ты помогаешь ему стать лучше. На самом деле ты просто задавливаешь его. Знаешь, мужчины, когда они рядом с тобой, они чувствуют себя маленькими мальчиками. Они видят в тебе не женщину, а строгую училку, которая постоянно всем недовольна. Ты знаешь, ты слишком сильная, слишком независимая, ты слишком самостоятельная. А у мужчин складывается впечатление, что ты в них вообще не нуждаешься. А еще ты постоянно с мужиками соревнуешься. На работе доказываешь, что ты работаешь лучше, чем коллеги-мужики. В компании стараешься быть самой умной, самой остроумной. В отношениях тоже хочешь зарабатывать больше, чем твой мужчина, и принимать все важные решения в плане быта. Ты играешь в мужские игры, и ты выигрываешь. Но знаешь, в чем проблема? Сильным мужикам не нужна конкуренция в доме. Им нужна женщина, которая их дополняет, а не копирует. Которая мягкая там, где они сами жесткие. Которая дает им, почувствовать себя нужными и важными. А ты им даешь понять, что они лишние в твоей этой идеальной жизни. Так когда появится тот, кто тебя полюбит? Он появится, когда ты научишься ждать. Вот сейчас ты хочешь все везде и сразу. Встретила мужчину, через месяц уже планируешь, что он молчит по поводу свадьбы. Ты события торопишь. Ты давишь на мужиков, ты требуешь определенности. А настоящая любовь, она ж не терпит спешки. Она растет медленно, как деревце, как дуб. Твой мужчина придет, когда ты станешь терпеливой и мягкой. Когда перестанешь требовать от каждого знакомого немедленных каких-то там обязательств. Когда ты научишься просто наслаждаться общением, не думая о результате. И когда поймешь, что лучше, как говорится, год встречаться с правильным человеком, чем месяц мучиться с неподходящим. А еще ты должна стать настоящей женщиной. Как бы это ни звучало. То есть не этой бизнес-леди в строгом костюме, да, которая проблемы все решает, которая принимает все решения, а мягкой, заботливой девочкой, которая умеет ушами слушать, которая умеет сочувствовать, поддерживать, которая создает уют и тепло, а не доказывает свою правоту надо или не надо. И он появится, когда ты перестанешь искать, когда твоя жизнь станет настолько полной и интересной, что мужчина будет просто приятным дополнением, а не главной целью.
Когда ты начнешь вот жить для себя, а не в ожидании какого-то там принца бусурманского, тогда он и придет к счастливой, самодостаточной женщине, которая не нуждается в спасении. Совет понятно, да? Поменяй свое поведение. И делай это быстро. Хватит ждать, что мужчины тебя изменят. Это ты должна измениться, если ты хочешь найти любовь. Начни прямо вот сегодня вести себя по-другому. Более мягче, более женственней, более вот терпеливее, я бы сказал. У тебя не проработана императрица. Приходи в проживание арканов и проработай ее. Перестань командовать, начни просить. Вместо там ты должен, говори «мне бы хотелось». Вместо там делай вот так и вот так, говори «а что ты думаешь об этом?» Понимаешь? Дай мужчине почувствовать себя главным, даже если ты умнее и сильней. Это не унижение, это женская мудрость. И внешний вид свой измени, потому что ты у меня сейчас, у меня картинка о тебе вот как из этого романа, служебного романа, которая там начальница, только в самом начале. Выброси все вот эти костюмы строгие и начни одеваться женственно, легко. Платьишко вместо джинсов, к которым ты привыкла, каблуки вместо там кроссовок, волосы распусти. Пусть мужчины видят в тебе женщину, а не вот эту коллегу по работе. И самое главное, конечно, учись быть слабой. Попроси мужика там банку открыть на работе, да? Сумку донести, кран починить. Даже если ты это все можешь сама сделать, попроси. Мужчинам же нужно чувствовать себя вот нужными, полезными. А ты лишаешь их вот этой возможности своей вот этой независимостью. Покажи, что ты в них нуждаешься, и они потянутся к тебе, как вот эти вот паразиты, которые плюс и минус, как магниты. Понимаешь? Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Карты читаем парно, последняя карта — это совет. И знаешь, вот, первый вопрос, почему ты сейчас одинока, и вот прям, даже диктовать говорю, даже трактовать не нужно. Ты похоронила в себе способность любить. У тебя, знаешь, в голове «я не могу любить». Я не для любви, мужикам чего-то только надо, компот только надо и борща. Вот у тебя вот это вот все. У тебя отношения были, которые очень болезненно закончились. И после вот этого, вот когда тебе тот мужик сердце тебе, поломал, да, ты решила вообще никогда людям не открываться. Ты мысленно поставила крест на любви и заперла свое сердце на 5000 замков. И сейчас ты отбиваешься от всех мужиков, которые пытаются к тебе приблизиться. Как только кто-то проявлять интерес начинает, ты сразу включаешь свою вот эту защиту. Находишь в нем недостатки, придумываешь причины, почему он тебе не подходит, создаешь между вами эту, пропасть. Ты стала настоящей воительницей против любви. Каждый день ты ведешь битву со своими же чувствами. Когда кто-то тебе нравится, ты заставляешь себя думать о нем плохо. И это уже у тебя привычка. Какой бы хороший мужик не был, он негодяй. Он по умолчанию негодяй. А чтобы он же должен доказать, да, что там он не негодяй, ты не даешь такой возможности. Нет, просто негодяй, все. А когда тебе там хочется кому-то довериться, ты напоминаешь себе вот про этого мужика, который тебе сердце поломал. Сама себе не позволяешь быть счастливой, потому что ты боишься снова пострадать. И самое плохое, что ты превратила свое одиночество в крепость.
Ты саму себя убедила, что одной тебе лучше, что мужики только проблем приносят. А любовь — это вообще для слабаков. Ты защищаешь свое право быть одинокой так яростно, как будто у тебя кто-то пытается это право отнять. Но на самом деле ты просто трусишка, которая боится снова полюбить, и ничего тут такого нету. Когда появится этот негодяй, который тебя полюбит? Ну, знаешь, когда ты достигнешь пика своего материального благополучия, но при этом ты почувствуешь полную внутреннюю пустоту. То есть я объясню, ты будешь иметь все, о чем ты мечтала, да, там работу, деньги, одежду, но вот однажды вечером ты поймешь, что все это тебе не приносит ни хера. Ну, счастья не приносит. Вот в тот момент ты сядешь дома среди вот этих своих достижений, вещей и почувствуешь просто страшную скуку. Ты поймешь, что там Wildberries, Озон и другие покупки, они тебя больше не радуют. Работа превратилась в эту серую рутину, а подруги стали приходить только когда им что-то нужно. Твоя жизнь успешная, она красивая будет, но внутри пустая. Вот как, знаешь, вот давай на примерах пельменей, потому что я кушать хочу. Вот представь, красивый такой пельмень, да, самолепный. Ты его кусаешь, а внутри начинки нету. Вот так же ты себя почувствуешь. И вот именно в этот момент, когда у тебя будет внутренняя опустошенность, этот мужик и появится. Когда ты будешь сидеть и думать, ну все, это все, что я добилась. Когда ты поймешь, что материальный успех, он не заменяет человеческого тепла. Когда твоя душа будет готова принять что-то настоящее взамен вот этой вот обертки мишуры. И знаешь, мужик, он придет не как спаситель, нет. Он придет как человек, который тоже устал от своей пустоты. Вы две половинки одной жопки, два сапога пара. У него тоже своя успешная жизнь, у него тоже свои достижения, у него тоже был тогда-то, вот тогда этот, как сказать, заговорился. Болезненные отношения. И такая же внутренняя грусть, как и у тебя на тот момент. И вы встретитесь, как вот два уставших, запарившихся, чуть матом не сказал, два запарившихся человека от одиночества, которые готовы попробовать что-то новое. И вот эта общая усталость от фальши, она станет основой ваших отношений. Не вот эти вот, как сказать, фейерверки, забыл, не серенады, не вот эти песни под луной, а именно общая усталость от фальши будет фундаментом. Как быть? Ну, понятно, да, в свои руки взять инициативу и новую главу жизни начать. Все, тут по-другому никак не протрактуешь. Просто хватит ждать, что кто-то придет и твою жизнь изменит. Хватит надеяться, что там мужики появятся сами и решат все твои сейчасшние проблемы. Ты должна сама создать условия для любви в своей же собственной жизни. Начни действовать вот прямо сегодня. Там, как сказать, запишись на какие-нибудь там курсы, где есть мужики. Ну, я имею в виду курсы, это вот, я не знаю, как сейчас современным языком это говорится. Вот в советские времена я очень любил ходить в клубы. Мы там учились вязать, да, ничего смешного. Я умею этим вязать крючками. Но только крючками, спицами не умею. Вот, ходили, ну, это мы с друзьями ходили. Там и пинг-понг был, и вот это вот все. И мы очень хорошо время проводили. В настолки. Вот, кстати, я вот знаю, что где-то люди еще собираются, играют во всякую вот игры настольные, там, мафия, монополия и так далее. Сходи, найди, загугли в своем городе и сходи. Понимаешь?
На танцы сходи. Только на танцы не такие, которые там, слово бусурманское, пилатес или как там называется, вот эти всякие стрип-дэнсы. Кстати, я знаю, что меня четверо стрип-дэнсеров смотрят. Я посмотрел по аватаркам. Вот, ну ладно, дело не в этом. Сходи. Только вот не вот эти, да, стрип-дэнсы, а где нужна пара. Это вальс, это какие-нибудь танги, где вот так вот жопами делают, тоже сходи. Обязательно сходи. Что ты дома сидишь? Нам осталось жить всего ничего, а ты только у тебя работа, дом и все. Ты для чего родилась? Не для того, чтобы страдать. Сходи. А вот по поводу клубов, где вот я крючком в советские времена учился, я не знаю сейчас, как они называются и есть ли они вообще, но вот точно знаю, что люди где-то собираются в мафию играют. Или вот эти, как его, ну, комнаты, где думать надо. Вот не знаю. Вот, сходи, только чтобы там мужики были. Понимаешь? И все, перестань ждать, что там время твои раны залечит. Нет, перестань надеяться, что любовь сама придет. Нет, ты, если смотришь меня, ты уже юный пират, да? Несмотря на то, что тебе 20, 30, 40, 80, 100 лет, неважно. Нам столько лет, сколько мы себе позволяем. Вот лично мне 5000, а тебе там 18 пусть будет. Несмотря на то, что тебе 40 или 50. Не хорони себя, нам жить и так осталось тут херня да маленько. Поэтому давай дуй. Хотя бы на мафию запишись. И обязательно мне отпишись под этим видео, что там я вот туда-то записалась, где-то я схожу. Давай, нечего дома сидеть. Ну а ты пока гуглишь, перейдем к третьему варианту. Троечка. Напоминаю, что читаем карты парно, а последняя карта — это совет. И первая карта у нас кстати, вспомнил. Все думал, надо сказать. Есть некоторые девочки, которые не умеют пользоваться таро-раскладами. А кто-то в июле пишет уже: «Мне не резонирует расклад на август». А как ты знаешь, тебе резонирует или нет, если на улице середина июля, да? Или я выбрала вот этот, и он мне не подошел. Вот как понять слово «выбрала»? Потому что есть в начале сигнификация. Нужно прослушать начало каждого из 3 раскладов, где говорится в начале о тебе. Сигнификация. Тот и твой расклад. Вот запомни это. То, что ты выбрала, это мало ли чего ты выбрала. Кстати, не бывает вечных двоечек, однерочек и троечек. Всегда разное, и не в каждом раскладе вы есть. Это не сериал про одного и того же человека. И да, напомню, что меня в раскладах нет, нельзя себя смотреть. Я никогда себя не смотрю. Для себя кое-чего там, когда нужно посмотреть, например, послание от ушедших людей, такое я сам себе смотрю. А вот в любовных историях, вы и сами, наверное, уже поняли. Я не очень-то люблю про эту любовь, что он там подумал, чего он там покакал, как он там молоко с селедкой помешал. Нет, мне вот нравятся психологические, но вы их не смотрите. Поэтому, когда появится тот, кто тебя полюбит... Сигнификация: почему ты одинока? Потому что ты стала жадной до своей вот этой независимости. Да вот. А тут даже сказать-то и нечего. Просто ты боишься потерять контроль над своей жизнью, что даже не пускаешь близко никого. У тебя там свои деньги, свое время, свое пространство, свои границы, свои решения. Все это ты держишь мертвой хваткой. Мужчинам просто места нет в твоей идеальной вот этой организованной жизни. А еще ты все умеешь сама делать.
и очень этим гордишься. Там кран починить, мебель собрать, деньги заработать, проблемы решить. Ты все сама, без чужой какой-то помощи. Твой внутренний Петрович, он управляет всем. И когда мужчина предлагает тебе помочь, ты отвечаешь: «Спасибо, я сама». Потому что Петровичу не нужны конкуренты. И мужик сразу чувствует себя ненужным и уходит к тем, кто в нем реально нуждается. Ты свою самостоятельность превратила в оружие против мужиков. Они видят, что ты прекрасно живешь одна, и думают: а зачем ей мужчина-то? У нее все есть, она всего добилась сама, она не нуждается даже в поддержке. Твоя сила, она отпугивает тех, кто мог бы тебя полюбить. И вот самое печальное, ты боишься показаться слабой. Думаешь, что если там попросишь сумки донести, о любой помощи, то станешь какой-то зависимой. Что если поделишься проблемами, то тебя будут жалеть, что если позволишь мужику тебе хотя бы дверь приоткрыть, то ты потеряешь свою силу. Но мужчинам же нужно чувствовать себя нужными, а ты этого не даешь. Ты когда появится тот, кто тебя полюбит? Когда начнешь отдавать то, что раньше долго копила. То есть, когда ты научишься... ни в коем случае я не про деньги, нет. Когда ты научишься делиться вниманием, заботой, временем, эмоциями. Когда ты начнешь помогать тем, кто слабее тебя, поддерживать тех, кто в беде. Тогда твоя энергия потечет не только в накопление, но и в отдачу. Я ни в коем случае не говорю, что раздай все свои деньги. Нет, я про эмоции, про душу твою, понимаешь? Еще он придет, знаешь, когда ты разочаруешься во всех этих пустых развлечениях. Походы в кафе, шопинг, хренопинг, путешествия и так далее. Все это перестанет тебе радость приносить. Вот тогда ты поймешь, что ты бежишь от одиночества во всякие активности. Но одиночество, оно никуда не девается. Куда бы ты ни пошла, ты его с собой берешь. И поймешь, что все вот эти удовольствия, они только на время заглушают пустоту внутреннюю. И вот когда ты поймешь, что материальные блага, и развлечения не могут заменить тебе тепло мужика, тогда и появится тот, кто тебя полюбит. Вот в тот момент, когда ты сядешь дома и скажешь, вот самой себе честно признаешься: я уже быть сильной. Я хочу, чтобы обо мне заботились. И хочу я на ручки, и хочу я, чтобы мне по головке погладили. Потому что на данный момент у тебя в голове, что мне это не надо, все мужики такие, мне одной хорошо, вот это вот у тебя все, тягомотина вот это. И вот именно в тот момент найдет тебя он, любимый твой будущий, когда ты будешь помогать кому-то другому. Эмоционально, плакательная жилетка будешь. Понимаешь? Как тебе быть, совет? Перестань планировать свою жизнь вот эту любовную. Знаешь, ты человек-план. Прям тебе человек-план, тебе нужно, такое имя и фамилию взять. Почему? Я объясню. Ты списки требований к мужикам составляешь. Ты ищешь их даже, наверное, в определенных местах разведения. Рассчитываешь оптимальное время для знакомства. Мало того, ты, наверное, еще натальную карту на первых свиданиях спрашиваешь. Или а кто ты по гороскопу? Если хоть раз задала такой вопрос на первом свидании, все. Это будет не свидание, это будет «Здравствуйте, я пришел к гадалке». Кстати, напомню, что тарологи — это не гадалки. А то, опять я... Поэтому у меня сегодня я без бумажки с вопросами, я поэтому всегда ухожу в сторону. Я объясню, тарологи карты Таро не гадают.
Гадалки — это вот кофейная гуща, погадаем, чего это я там вижу. Тарологи, они читают карты, они не гадают на них. Ах, про чё мы вообще? Я забыл, я забыл, про что расклад. Совет же у нас. И доверься судьбе. Позволь жизни привести к тебе нужного человека. Сама его не выискивай. Не так я сказал. Вот как тебе сказать? В общем, слушай, будешь все планировать, крапивы по жопе получишь. Вот и все. Понимаешь? Перестань анализировать каждого знакомого на предмет, там подходит он мне, не подходит. Просто живи своей жизнью. Занимайся тем, что тебе интересно, и позволь событиям развиваться естественно. Прими тот факт, что ты не можешь контролировать все и вся. Особенно когда и где, как придет любовь твоя. А ты же у меня какая? Ты привыкла все планировать, ты все предусматривать привыкла. Но чувства, они же, не поддаются управлению. Чем больше ты будешь пытаться их контролировать, тем дальше они от тебя будут убегать. Это вот такая, знаешь, как сказать, как догонялки, но только ты всегда проигрываешь. Чем быстрее бежишь, тем быстрее она убегает. Понимаешь? И начни доверять переменам. Твоя жизнь, она сейчас стабильная, предсказуемая. Но для любви же нужно место для неожиданности. Поэтому будь открыта к тому, что жизнь может измениться неожиданным образом, что твои планы, они могут нарушиться, это будет к лучшему. Колесико судьбы, оно уже крутится, и скоро твоя полоса одиночества, она закончится. И обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, оставь деду обратную связь, приходи в проживание арканов и помни, что дед, он всегда рядом.